Привет, дружище! Как дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Сегодня у нас потрясающая погода, плюс 17, и я выбрался из этих бетонных джунглей на природу, чтобы сделать обзор на очень редкий рацион питания, действительно очень редкий. До этого момента, в принципе, я не подозревал, что такие вообще есть в принципе. Это, ребят, рацион питания миротворческих сил ООН. Мне стало интересно, что это за рационы такие, и я залез в интернет и нашел информацию. Ее на самом деле немного. Итак, данные рационы делятся на два вида. Это первый вид с западным меню и второй вид это халяльное меню. Каждый из этих вариантов содержит 3 рациона питания. Итого получается, что общее число этих рационов 6 штук. В данном случае у нас рацион B, или как можете называть меню 2, например. Это вестерн меню, то есть западное меню. И что он из себя представляет, собственно говоря? Это такой большой пакет, достаточно плотный, как у американских MRE. И у него, в принципе, информационность этого пайка здесь вот на пакете достаточно хорошо написана и расписана. Итак, рацион весит 1,5 килограмма, калорийность его 3225 килокалорий. И здесь, соответственно, входит перечисление того, что находится внутри данного рациона. Но я сейчас перечислять не буду. Я сделаю скриншот, вы сами можете посмотреть. А так мы просто сейчас его откроем и наглядно убедимся, что же там находится внутри. Открыть его не получится просто так, ребята, потому что здесь нет никаких ни зацепиков, ни там надрезиков, ни рисочек. Поэтому опять берем наш любимый походный нож и, собственно говоря, открываю. А теперь посмотрим, что там внутри. Итак, внутри данного рациона содержится говядина с овощами, сосиски с фасолью, паста с сыром в томатном соусе, шоколадный десерт, 2 пачки соленых бисквит, 1 пачка сладких, 3 пакета с разной мелочевкой, но об этом чуть позже в видео, упаковка салфеток, таганок для разогрева пищи, столовые приборы и пакет для мусора. Дружище, ну как ты понял, здесь целых 3 пакета с мелочевкой. И, блин, все сфотографировать и уместить на одном столе просто не получилось. Поэтому давай посмотрим, что внутри этих пакетов. Так, здесь у нас мюсли. Потом чиз спред, сыр. Такой же, как у американских MRE. Я не удивлюсь, если он и сделан, собственно говоря. Да, он сделан в Америке. То есть американский сыр. Так, клубничный джем, который так не любит Денис. Кстати, с Денисом все нормально. Так, какая-то карамель, пачка по 21 грамму. Так, чуингам, жвачки. Здесь их раз, 2, 3, 4, почему-то 7 штук. Соль, перец. Соль 1 грамм, перца 0,2. Черный шоколад. Где-то я такой видел уже, кстати. В португальском, помнишь, недавно снимал? Вот точно такой же был. Так, и фруктовое желе какое-то, но подозреваю, что это просто мармеладка вот такая вот, 30 грамм. Да, серьезный паёк. Так, господи, здесь-то что они накидали? Ребят, помним, да, я считал, что самый большой паёк это голландский, но, по-моему, вот это начинает выигрывать. Так, влажные салфетки 1 штука. Потом 1, 2, 3, 4, господи, 5, 6, 7, целых 8 пакетов сахара, каждый пакетик по 8 граммов. Milky Drink. Я подозреваю, что это просто сухое молоко для кофе. Так, собственно говоря, их 3 штуки, кстати, ребят, 3 штуки. 2 кофе по 2 грамма. И, собственно говоря, 2 пакетика чая, каждый по 1,5 грамма. Так, не улетайте.
И третий пакет. Нифига, блин, голубые каски пожрать любители, а? Так, что у нас тут? Встречает нас мексиканский соус и кетчуп. Кстати, вот это вот прикольно, когда есть два каких-то соуса разных у вкуснителя. Так, ананасовый напиток, разводимый 10 грамм. Так, два изотонических напитка. Ну вот это меня радует, честное слово. Так, высокопротеиновый напиток. Охренеть можно, ё-моё. Какао. И, ребят, растворимый суп. Вы вообще представляете, вот это вот действительно самый здоровый паёк. Его не то что на сутки, его, по-моему, с легко и на 2 суток на одного человека хватит. Это безумие. Я сейчас попробую общий план сделать вот всего, что тут содержится. Это, блин, отрыв башки какой-то просто. Дружище, ну ты видишь это продуктовое безумие, которое содержится в этом сухпайке? Мне на ум приходит только два близких пайка по содержанию. Это австралийский и голландский. Других я не видел. Но это на самом деле один из самых больших пайков, которые я видел вообще. Слушай, ну с таким пайком, да, что не охранять мир во всем мире? Вообще просто шикарно. Ребят, думаю, что обзор быстрым не получится. Извините. Значит так, друже, из всего разнообразия, которое было в этом рационе питания, на завтрак я выбрал хрустящие мюсли. Их не надо заваривать, их можно просто так вот с пакетика есть. Сладкие бисквиты, высокопротеиновый коктейль. С утра он будет само то. Так, клубничный джем и кофе со сливками. Давай сейчас все разведем и попробуем. Ну что ж, развел себе напитки. Давай откроем мюсли, посмотрим, что да как. Ага, пакетик сделан таким образом, что без ножа хрен откроешь, опять же. Вот это неудобно на самом деле. Такое ощущение, что, блин, старик сидит, знаешь, семки щелкает, что-то в этом роде. Сейчас чуть поближе тебе покажу, что это такое. Не знаю, насколько хорошо тебе видно, но вот видишь, да, там какие-то семечки, бананы, изюм. Ну так, чисто перекусить на зуб. Естественно, может показаться, что завтрак такой, так себе. Но, ребят, никто не запрещает вам из пайка добавить в свой завтрак или в любой прием пищи что-то там другое. Банан хрустящий, не очень сладкий. В принципе, знаешь, вот так вот просто из пакетика по-быстрому это все накидать, даже вполне очень. Ничего и не надо тебе ждать, когда вот мюсли распарится там и так далее. Желудку все едино. Ну, нормальная тема. Абсолютно. Так, кофе. Кофе знаешь на что похож? На Maxwell House. Вот эти вот быстро растворимые гранулированные кофеи. Не знаю. Я пью всегда свежий кофе. Но нормально, в принципе, пойдет. Почему нет? Так, сладкие бисквиты. Что у нас тут? Иди сюда, мой родной. Без тебя прям вообще как без рук, ё-моё. Бисквиты, ребята, 4 штуки. Вот в такой вот упаковочке они здесь так аккуратно сделаны, для того, чтобы, по всей видимости, они не рассыпались. Опа! Нет, кстати, не деревянные. Отличные бисквитики. Так, я вообще думал, что мне на кофе потребуется 2 сахара, но оказалось, что 8 грамм вполне достаточно.
Джем, друзья, больше на повидло похож, честное слово. Вот по консистенции даже. Друзья, джем просто офигенский. У него ярко насыщенный вкус именно клубники. Я вот давным-давно таких вот джемов не ел, честное слово. Там даже вот я вижу вкрапление семечек. Потрясающий джем. Очень вкусный. Ребят, бисквиты шикарные, честное слово. Это вот именно бисквиты, а не галеты. Они как печеньки, сладковатые, но не приторные. Так, теперь высокопротеиновый коктейль. Ага. Все, я понял, что это такое. В качалку ходишь? Нет? Запишись, начинай ходить. В общем, это простой спортивный протеин. Причем, наверное, не самого лучшего качества, потому что обычно протеины идут там со вкусами там всякими разными. Шоколадный, банановый, клубничный. И там вкус чувствуется. Здесь же, вроде бы он как шоколадный, но, честно говоря, вкус немножко такой противненький. Ну да, лучше бы качественно туда положили. Хотя с утра протеинчик, это вот в принципе, я думаю, что ништяк. Ну что, завтрак у нас подошел к концу с тобой. А ты, кстати, чем завтракаешь сегодня? Ну-ка напиши в комментарии. Что хочу сказать, завтрак хороший, продукты качественные, мне понравилось. Мало или много, можно в принципе добавить, но мне вот сейчас вот этого бы, наверное, бы хватило. Учитывая, что еще вот этот вот коктейль есть, они достаточно питательные. Я поставлю, ну, 4 с плюсом однозначно. Ну что ж, завтрак прошел, завтрак понравился. В принципе, достаточно вкусно и питательно. Наступило время обеда. Ну, обед, друзья, вот по инструкции я по пакету посмотрел, что должно было на обед идти. Слушай, дружище, ну это просто какой-то вот мечта мальчиша-кибальчиша, елки-палки. Значит, по инструкции идет у нас шоколадный пудинг на десерт. Помидоры, паста с помидорами и сыром. И овощи с говядиной. Вот это все они рекомендуют съесть на обед. Соответственно, ты можешь добавить еще соленые бисквиты, что я и сделал. И 2 напитка я взял. Это изотонический и простой ананасовый. И плюс мексиканский соус. В рационе ты уже заметил, что есть вот такая вот таганок такой. Для, собственно говоря, разогревания. Ну, обычный таганок. Он по типу французского сделан. 6 таблеток спиртовых. И коробок спичек, упакованный вот в такой вот пакетик. Я вот, честно говоря, объясните мне, как вот эту херню в таком пакете разогревать вот здесь. Это единственный вариант, который можно сделать. Это просто взять котелок, набрать туда воды. Собственно говоря, вот эту вот фигню поджечь, поставить этот котелок и пускай там, как говорится, вода кипит. Или же просто выложить в котелок. Ну нахрена тогда пачкать котелок, если можно есть из пакета. А с пакета, ребят, здесь есть можно спокойно. Вот, пожалуйста. Для этого, собственно говоря, даже столовый прибор есть. Ну давайте так и сделаем. Сейчас разогреем и посмотрим, что будет. В общем, ты видишь, да, все по-честному. На таганке разогреваем. Захреначу туда сразу 2 таблетки, потому что практика показывает, что на одной, как правило, нифига ты не разогреешь. Поэтому лучше 2, если что, потом подкинешь. Вскрываю вот эту вот замечательную вещь. И обнаружив там спички, я еще там же обнаружил 4 таблетки для обеззараживания воды. Ну, что должно в голову прийти кому, чтобы положить таблетки именно туда? Ну, положите в пакет с мелочевкой, там же, ну, логичней. Ну что ж, дружище, разогрела себе обед. И первое блюдо это у нас макароны с томатами и сырами. Вижу макароны, томатов не вижу, сыра тоже не вижу. Может внутри? Да вроде нет. Ну макарон дофига, в принципе.
Ладно, попробуем. Второе блюдо. Овощи с мясом. Так, мясо видно. Не так много, не такими крупными кусками, но оно есть. Хотя, в принципе, достаточно нормально. Так, из овощей что тут у нас? Кукуруза, морковка. Это хрен его знает, что это такое. Ты знаешь, что это такое, нет? Так, и вот это то ли горох, то ли чечевица. Понять не могу, честное слово. Пока непонятно. Много подливы. Так, ну, будем пробовать. Ну и третье, это шоколадный десерт. По консистенции он очень сильно напоминает шоколадный десерт со французского рациона питания, который мы делали обзор. А вот на вид, ну, на вид сам подумай, что это такое. Ну что, могу сказать, что в принципе обед по порциям достаточно большой. И все вот это вот съесть, ну, можно было на самом деле на обед просто вот это и это, или все наоборот. Ну а тут как бы так, массивненько сделали. Сразу хочу сказать, ребята, что в Таганке для приготовления вот этих двух видов пищи мне потребовалось 3 таблетки, а не 2. И это о чем говорит? О том, что таблетки, качество у них вот этого вот сухого горючего говно на самом деле. Так, ну давайте пробовать. Что тут у нас? Макарошки. Сразу, если ты ел американское МРИ или видел обзоры, зачастую многие обзорщики, в том числе и мы, говорим о том, что у всех вот американских МРИ есть, у подливы есть определенный свой вкус, именно какой-то такой томатный со специями. Вот здесь 100% точно такой же вкус. Сыра здесь я реально не ощущаю. Но может быть какие-то, знаешь, так отдаленные нотки. Но есть вполне можно, никаких проблем, достаточно вкусно. Но вот если бы не этот постоянный, неизменный американский вкус подливы. Но где-нибудь, не, блюдо хорошее. Я поставлю 4 этому блюду. В принципе, нормально. Так. Говядина с овощами. Забыл сказать я про столовые предметы, старина. Пластиковый. Пластик не очень плотный, но в принципе это пофиг. Самое главное, что они не развалились так, как это было в португальском суточном пайке. Там вообще дрыбодан пришел. Эти, блин, ну выдержали. Кстати, включает в себя вилка, ложка и нож. Так, давай, будем пробовать. Что тут? Зачерпнем мясо. С овощами. Ты знаешь что? Такая жидкая гороховая каша с мясом. Ну прям реально горохом прет. Кстати, не знаю, горох это чечевица или что еще, но она не очень разварена. Она такая, все-таки твердоватенькая, скажем так. Но подливка очень вкусная. Да, вот это блюдо на самом деле сытное. И я ему даже бы поставил, наверное, все-таки... Ну что такое? Наверное, все-таки 5. Вот это вот хорошее. Так, изотонический напиток. Но мне кажется, они везде стандартные. Опять же, лимонный напиток изотонический. Достаточно приятный. Ничего не могу сказать. Хороший. Так, еще раз попробуем. Да, блюдо отлично. Вот это вот все вместе. Друзья, ну здесь реально выше крыши просто наесться. На один прием пищи это просто здорово. На самом деле. Еще раз хочу сказать, что товарищи-то, миротворцы совсем-то не дураки, да? Оттрапезничать, так сказать. Надо было в начале, но так уж получилось, что в середине. Салфетка влажная. Приятный такой запах.
А, кстати, вот точно такая же салфетка опять была в португальском. Вот, кстати, обзорчик на него, ребят, посмотрите обязательно. Такой интересный паёк на самом деле. Сейчас мы вот вилочку эту протрем. Прям можно так помазаться. И к девкам на деревню прокатит стопудово. Так, шоколадный пудинг. Офигенская штука. Он не сильно сладкий. Чувствуется хорошо шоколад. Если я не ошибаюсь, сюда даже немножко кофе, наверное, добавили, потому что вот вкус кофе тоже чувствуется. Очень приятный. Не знаю, как для кого-то, но то, что он не сильно сладкий, вот мне это очень сильно нравится. А теперь просто представь. Возьмем, допустим, ну, не пинай сильно меня, но вот наш РП, да, и вот и этот. Вот как тебе кажется, где вот, например, обед будет лучше, у нас, в нашем РП или в этом? Мне кажется, что вот здесь вот все-таки чуть-чуточку, но поуматнее. Так, попробуем ананасовый напиток. А вот это, знаешь, как такой ананасовый лимонадик. Такая сладковатая водичка. Приятно, освежает. Ребят, обед. Но давайте не кривить душой. Я 5 поставлю. И потому что он очень обильный. Достаточно хорошие вкусовые качества. И в принципе сытный. Плюс 5. Значит, разогрел я себе ужин. На него ушло остальные 3 таблетки. И на ужин у нас фасоль с сосисками. А вот что это такое? Я даже не знаю. Ты знаешь, не? Так, у нас тут дохера фасоли. Какая-то подлива. И вот 3 вот таких вот небольшие сосиски. Ну, давай пробовать. Ну что ж, любят у нас европейцы и в том числе американцы во все свои сухие пайки, как правило, совать блюдо какое-то с фасолью. Это не исключение. Давайте попробуем. Значит, сосиски, хоть они и были в этой подливе, ребят, абсолютно безвкусные. Такое ощущение, знаете, что бумагу жуешь. Честно говоря, не фонтан. Но фасоль, она, ребят, в Африке, фасоль, она разваренная. То есть хорошо разваренная. Здесь претензий нет. Что это такое, вот это я вам показывал, я не знаю. Даже пробовать, честно говоря, не хочу. Но блюдо питательное, только из-за фасоли. Вкусовые качества, ну, средненькие. То есть я этому блюду поставлю 3, не больше. Что касается растворимого супа, ребят, вот это он и есть. Это вот такой вот клейстер, хотя разводил, как и сказано, на 250 миллилитров. То есть это даже не суп, а бог его знает, пойми что. Фу. Это такая противная гадость. Ой, господи. 2 однозначно, даже единица. Как они это жрут, я понять не могу. Ужин прям не радует. Чай нормальный, хороший, сладкий. Самый такой зритель-то наш, наблюдательный, заметил, что я на обед не съел бисквиты солененькие. Сейчас мы это исправим дело. Давайте попробуем. Благо, что здесь в принципе еще всего дофига.
А я не скажу, что они соленые. Вы знаете, что по вкусу они напоминают? Наши галеты, родные российские галеты. Так что здесь все нормально с этим. Так, потребуется ножик. Сыр. Вот. Так, опачки. Настоящий американский вкус сыра. Не знаю, друзья, почему, но вот такой вот сыр в американских МРИ, здесь мы его сейчас наблюдаем, мне он очень нравится. Он, на мой субъективный взгляд, гораздо вкуснее, чем сыр, который содержится в наших российских ИРП. Очень хороший. Он более, у него, знаете, консистенция, во-первых, такая получше. И он более насыщенный вкус, что ли, сырный. Так, давайте. Так, что у нас тут еще осталось? Фруктовый батончик, то бишь мармелад. Ну, так оно и есть, друзья. Обычная мармеладка. Не сладкая. Действительно вкусный. Мармелад очень вкусный. Так, и остается у нас по большому счету. Давайте просто перечислю, что я точно не буду сейчас пробовать, потому что уже смысла нет. Чай разбодяживали, вот он. Чай хороший. Угу. Остался у нас изотонический напиток. На обед я его пробовал. Так, кетчуп и мексиканский соус. Но вот с этим смысла нет кушать абсолютно. Но в принципе они есть, и это радует. Еще одна пачка бисквит осталась у нас соленых. Куча сахара, кофе еще остался. Соль, перец не пригодились, кстати, по крайней мере на обед. И это хорошо, потому что там блюда были в меру соленые, в меру перченые. И сливки у нас еще остались. Также салфетки, целая пачка. Так, давайте попробуем все-таки, что это за леденцы здесь такие. Какая-то карамель. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 карамелек вот таких вот. Блин, ну паёк просто огромный. Нереально. Что за фигня? Ну да. Просто карамельки. Причем приятные. Так, ну и жвачка. Жвачка тоже хрен нет, открывается. Жвачка ментоловая. Кстати, давайте попробуем, каково пить какао. Так, у меня тут уже жирность какая-то. Да вылазь ты, кусок мяса, твою мать. Непонятное. Еще живой. Какао, друзья, знаете, это Несквик. Вот коробка, которая продается в магазине с дурацким зайцем. Это вот оно и есть. Не самый лучший. Самый лучший какао, который был в рационах питания, это американский. Как ни крути, вот мне он больше всего понравился. Друзья, ну что ж, краткий итог. Могу сказать сразу, рацион огромен, он просто огромен.
Завтрак, обед были действительно хорошие, вкусные, сытные. В принципе, ужин тоже сытный, но ужину я поставлю 3. Только из-за того, что тут опять до хрена фасоли, абсолютно безвкусные сосиски. Вот этот вот суп а-ля клейстер просто есть невозможно. Если его разварить так, как там написано, получится вот эта хрень. То есть, по сути, надо вот так полностью стакан, это где-то тут 0,5 литра, и тогда что-то действительно, какой-то бульон получится. Но это херня полная. Осталось еще вкусняшек много. И, честно говоря, этот рацион хоть и суточный, он оппозиционируется как суточный, на нем написано, что он суточный, но его в легкую одному человеку растянуть на 2 суток вообще без проблем, мне кажется. Напиши мне комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Я считаю, что рацион в целом отличный. То есть ему я ставлю 4 с плюсом. Ужин чуть-чуть подкачал, но опять же это на любителя. Спасибо, что посмотрел это видео. Подписывайся на наш канал, ставь лайк и обязательно пиши комментарии. Пока!